Срочное заявление Зеленского, массированный удар по Украине, заявление об атаке орешником, кинжалами, баллистикой и дронами под ударом Запад и центр страны. США призывают запастись водой и едой, экстренное обращение Вашингтона. Удар РФ по войскам Запада, ликвидация военных Парижа и Лондона, официальное заявление Москвы. Белорусские войска подняты по тревоге. Минск внезапно проверяет готовность к действиям в особых условиях. Лукашенко заявляет о предательстве и называет действия США спектаклем. Столица охвачена огнем, власти отключают интернет. Президент заявляет об ударе и адской цене. Непубличная и тихая встреча в Париже. Спецпосланник Путина и советники Трампа провели переговоры во Франции. Что на кону на этот раз? Минск, Киев и Москва под ударом. Циклоны Ульни и Фрэнсис накрыли страны. Масштабная остановка поездов, красный уровень опасности и закрытие учебных заведений. А еще про резонансное расследование исчезновения целой семьи в Казахстане. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Белорусские войска подняты по тревоге. Минск заявляет о проверке подразделений внутренних войск по готовности к действиям в особых условиях. Решение было принято накануне. О событиях доложено Лукашенко. Спецподразделения Беларуси будут проверены на способность противодействовать диверсионно-разведывательным группам по всей стране. Тревожное сообщение было опубликовано буквально за несколько часов до того, как в Украине заговорили о возможном ударе по стране орешником. Напомню, в Беларуси заявляли, что это оружие уже находится на территории республики и было переброшено из России. Все 100% подразделения внутренних войск будут уже подняты по тревоге. Мы проверим готовность к действиям как техники, работоспособность ее, так и к действиям в особых условиях личного состава. Кроме этого, мы проверяем наши спецподразделения в готовности к противодействию ДРГ. Это начиная от города Минска и заканчивая всеми регионами страны. Лукашенко вышел с заявлением: «Нас убедили, что надо быть сильными». Это была цитата и реакция на действия США по захвату Мадуро. Лукашенко заявил о предательстве и уверен, США разыграли перед Минском и Москвой спектакль. Я хочу, чтобы вы понимали, там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены, в том числе людям в Венесуэле, и военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было. Удар по родному городу Зеленского баллистический и на фоне уже существующего блэкаута и чрезвычайной ситуации национального характера. Россия массированно ударила по Кривому Рогу Днепропетровской области, которая еще 7 января погрузилась во тьму после предыдущей атаки. Украинские медиа публикуют последствия прилетов, сообщается о масштабных разрушениях в жилой застройке, десятках пострадавших. При этом через пару часов после этого прилета Зеленский выходит со срочным вечерним заявлением. Москва готовит массированный удар по Украине. На Банковой призывают не игнорировать воздушные тревоги. Подобные заявления и предупреждения сам Зеленский делает нечасто. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра. Постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой. После этих слов экстренное сообщение публикует на своем сайте и посольство США в Украине. Предупреждение для американцев, которые находятся в стране: укрыться, иметь запас воды, еды и лекарств. Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней. Посольство, как и всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы вечером 8 января впервые за долгое время сообщают, что в районе полигона Капустин-Яр зафиксирована активность российских войск по подготовке комплекса «Орешник». Баллистическая ракета средней дальности может быть направлена в сторону Украины. Предупреждения звучат для Киева и о ракетной опасности, в частности о применении ВС РФ кинжалов и другой баллистики. Ближе к полуночи Россия запускает ударные беспилотники сразу с 7 направлений. Серия взрывов звучит во Львове. Первые взрывы гремят и в Киеве. В сети появились первые кадры атаки, до 10 ярких и молниеносных вспышек в небе, запредельная скорость, после громкие взрывы. Это Львовская область. Украинские паблики пишут о первых потерях. Под ударом объект критической инфраструктуры. Вероятно, речь идет об одном из крупнейших газовых хранилищ Украины. Украинские аналитики и эксперты уточняют, удар наносился орешником. В воздушных силах Украины в первые часы заявили лишь, что пуск баллистических ракет осуществлялся с полигона Капустин-Яр. Однако не утверждали, что именно орешник.
Появившиеся кадры атаки моментально сравнили с ноябрьскими кадрами 2024 года, когда Россия впервые ударила орешником по Днепру. Сходство вы видите сами. Заявляется, что это второе применение орешника по Украине. Оно происходит после длительных заявлений в России о необходимости ответного удара. Об ударе возмездия в РФ заговорили после того, как Кремль обвинил Украину в атаке на резиденцию Путина. Трамп после этого заявлял, что не верит в такую атаку, а Киев называл сообщения Москвы фейковыми. Отмечу, что под массированным ударом была и Киевская область, и сама столица. Удары баллистикой, калибрами. С 4 МиГов были выпущены кинжалы. Летели из стаи дронов. Те на предельно низкой высоте врезались в многоэтажки столицы. Кличко заявил о погибших и раненых и масштабных разрушениях во многих районах Киева. Параллельно в ночь на 9 января наносится ракетный удар и по российскому Белгороду. Город также погружается во тьму, блэкаут. Вместе с тем в Германии заявляют, Европе придется повысить цену войны для России. Мерц заявил, что прекращение огня в Украине пока невозможно из-за действий России. В этих условиях, по его словам, Европе придется и дальше повышать цену войны, чтобы Москва осознала бессмысленность ее продолжения. Если будет прекращение огня, то самой первой задачей станет обеспечение этого прекращения огня сильной украинской армией. Мы никогда не должны забывать, что первоочередная задача украинской армии — самостоятельно обеспечивать устойчивое прекращение огня на своей территории. В какой степени мы сможем добиться этого за счет гарантий безопасности внутри и за пределами Украины — это вопрос, который мы интенсивно обсуждаем в этой коалиции желающих. Удар России по войскам Запада в Украине. Москва готова ликвидировать военных Франции и Великобритании. Резкое заявление из Москвы. В МИД РФ делают предупреждение на фоне недавней встречи коалиции желающих в Париже и подписанной декларации о размещении многонациональных сил Парижа и Лондона в Украине после завершения войны. Французские и британские военные моментально станут целью и будут уничтожены, дает понять ведомство Лаврова. В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Между тем, закрытая и непубличная встреча по Украине прошла в Париже. Советники Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер тайно встретились с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. Тема «Американский план мира по Украине». Это произошло после 2 дней напряженных переговоров с США, с Украиной и лидерами Европы. Теперь Белый дом хочет четкого ответа от Путина, пишет Axios. Издание также уточняет, что уже скоро Зеленский может вновь отправиться на встречу к Трампу. Эти переговоры были сосредоточены на 2 основных спорных вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной по сути готово к финальному утверждению на самом высоком уровне с Трампом. О вражеской атаке в море заявляет Турция. У берегов страны-члена НАТО взрывы. Сигнал бедствия подан на берег. У побережья Кастаману беспилотник атаковал нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау. Удар пришелся по верхней части корпуса, пишут турецкие СМИ. Береговая охрана вышла к месту инцидента. По официальным данным, экипаж не пострадал, но сам танкер получил повреждения. Кто стоял за атакой, СМИ не уточняют. Однако напоминают, что это не первый инцидент в море. Ранее морские дроны Украины били по танкерам в акватории. Поврежденный танкер буксируется в порт Энеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. После технических экспертиз в порту будут уточнены источник атаки и нанесенный ущерб. Россия при этом вновь обратилась к США из-за танкера «Маринера». В МИД РФ заявили, что судно получило все разрешения на плавание под флагом России и осуществляло мирный проход в международных водах. Москва заявила, что Вашингтон полностью игнорирует все правила международного и морского права. Россия требует, чтобы Штаты немедленно прекратили действия, далее цитата, в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Повторяем требования к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину. Дания готова стрелять первой. Жесткое предупреждение для американских солдат. Копенгаген напоминает правила на случай вторжения США в Гренландию. Если сапог солдата США ступит на территорию Гренландии, датские войска обязаны стрелять на поражение, без ожидания приказов. Так звучит официальное заявление Минобороны страны. И там напоминают о правиле, существующем уже более полувека. Правила 1952 года гласят, что в случае вторжения атакованные силы должны немедленно вступить в бой, не ожидая и не запрашивая приказов, даже если соответствующие командиры не осведомлены об объявлении войны или состоянии войны.
В Копенгагене подчеркивают, Гренландия не продается, власти вновь отвергают любые сценарии перехода под контроль США, при этом издание «Политика» пишет, что у Трампа есть 4 шага, как он может заполучить остров, и Украина может в этом стать разменной монетой. Шаг 1 – давление через независимость Гренландии. Шаг 2 – сладкое предложение от США. После референдума Штаты могут предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, защиту, финансирование и доступ к рынкам в обмен на свободное размещение американских военных. Шаг 3 – силовой сценарий. И 4 – использование ситуации вокруг Украины. Давайте послушаем. Один из сценариев, который озвучил дипломат ЕС – пакетная сделка «Безопасность в обмен на безопасность», при которой Европа получает более твердые заверения от администрации Трампа по Украине в обмен на расширенную роль США в Гренландии. Хотя это горькая пилюля, ее легче проглотить, чем альтернатива. Разозлить Трампа, который может ответить санкциями, выходом из мирных переговоров или поддержкой Путина на переговорах с Украиной. Рейтер же пишет, что в США обсуждают выплаты каждому гренландцу до $100 000 за отделение от Дании. В то же время отмечу, что накануне Сенат США проголосовал за резолюцию, запрещающую Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без предварительного одобрения Конгресса. Как американский народ может смотреть на это и не стонать, не морщиться и не испытывать боль и страх, когда мы пытаемся заниматься такого рода строительством наций? В прошлом, когда Америка пыталась заниматься таким строительством государств и такой сменой режимов, это приводило к тому, что американский народ платил за это и деньгами, и кровью. Иран на грани, и ситуация не стабилизируется. Огненные протесты охватили столицу. Тегеран. США предупреждают об ударе вновь. Уже минимум 100 городов охвачены акциями протеста. Основные участники — это студенты и торговцы. Столкновения с силовиками режима аятолл стали регулярными. На этом фоне Трамп второй раз за неделю повторяет: если будут убиты протестующие, Вашингтон сделает все, чтобы Тегеран заплатил за это адскую цену. По сообщениям СМИ, в ряде городов ситуация вышла из-под контроля. Люди штурмовали здание губернатора, подожгли гостелекомпанию, массово поджигают автомобили полиции. Сообщается, что протестующие взяли под контроль уже 3 города. В Тегеране и на западе страны накануне пропал интернет, что власти традиционно используют в моменты резкой эскалации. Международный фон усиливает тревогу. После недавней операции США в Венесуэле Тегеран видит опасную параллель и готовится к худшему. Иранские власти говорят о внешнем вмешательстве, усиливая давление внутри страны. В ответ США фиксируют косвенные признаки повышенной активности. СМИ отмечают резкий рост заказов фастфуда в районе Пентагона, так называемый индекс пиццы, который неофициально связывают с подготовкой экстренных решений. Иранское руководство, уже борющееся с внутренними беспорядками и множеством кризисов, теперь сталкивается с перспективой возобновления американских военных действий после того, как прошлым летом были атакованы его ядерные объекты. Эскалация, вызванная воодушевленным президентом США, который также угрожал другим противникам после атаки на Венесуэлу. Признание в любви Москве и песни про матушку Землю, Святую Русь, которая для других занозонька. В центре Киева исполнили популярные российские хиты. Делом занимается СБУ. 3 девушек катались по столице под российские песни, громко, демонстративно и на камеру. Пели «Moscow Never Sleep» и «Матушка Земля» и выкладывали видео в сеть. Ролики разлетелись по пабликам, и почти сразу за украинками пришли силовики. Девушек быстро нашли, им 21, 22 и 24 года, все жительницы украинской столицы. Автор видео самая младшая. Полиция оформила админпротоколы, дальше серьезнее. С ними уже общается СБУ, заявляет украинская полиция. Во время мониторинга сети интернет в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили серию видеороликов, на которых 3 девушек ездили на автомобиле по столице, слушая провокативную российскую музыку и подпевая вражеским исполнителям. Минск, Киев и Москва под ударом. Улицы столицы отчасти парализованы, и причина в ударе – стихии. Циклоны Ульни и Фрэнсис накрыли страны. Метели, ледяной дождь и сугробы. Спецтехника работает в усиленном режиме, заявляют в Беларуси, Украине и России. Киев, например, принимает решение. Школы в стране переходят на дистанционное обучение в связи с ухудшением погодных условий. Накануне вечером по всей стране сообщалось об остановке поездов из-за обесточивания железнодорожной ветки. Кроме всего, морозы до -20. В Беларуси заявили о введении особого режима погоды и красном уровне опасности. С аномальными снегопадами сталкивается Германия, Франция и другие страны Европы. В соцсетях разлетается видео, снятое, как утверждается, в пригороде Парижа, где мужчина катается на собачьей упряжке. В Париже же некоторые туристы впервые видят снег. Для французской столицы нынешняя погода – редкость.
Это мой первый раз в Париже, также мой первый раз в Европе и первый раз, когда я вижу снег, потому что я из Амазонии, из Суринама. Для меня это великолепно. Мне это нравится. Я боялся ехать, думал, что не смогу вынести холод, но на самом деле он мне нравится больше, чем солнце. А какая обстановка в ваших городах? Привычна ли для вас такая погода за окном? И справляются ли ваши коммунальные службы с тем, что происходит? Масштабное расследование в Казахстане. Страна следит за историей семьи, которая бесследно пропала еще в прошлом году. И лишь несколько дней назад в Атырауской области история получила широкий резонанс после того, как в начале этого года были найдены тела супругов, пропавших осенью 2025-го. Двух других членов семьи до сих пор ищут. Семья долгое время считалась просто уехавшей, при этом с номера одного из пропавших шла переписка, продавался скот и переводились деньги. Именно это избило близких с толку. Тревогу подняли не сразу. Лишь позже стало ясно, что за привычными сообщениями мог скрываться кто-то другой. В центре расследования оказался зять семьи, 29-летний Султан Сарсемалиев, который уже объявлен в розыск. Следствие рассматривает версию умышленного преступления. Итого, мать и отец убиты, их сын и старшая дочь пока пропавшие без вести в розыске и младшая дочь, которая является супругой подозреваемого. Сам же подозреваемый, как пишут СМИ Казахстана, может скрываться на Бали и пользоваться картами семьи. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня, несмотря ни на что. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.